Приветствую вас, мои дорогие друзья! Рада напомнить вам, что вы попали на мой YouTube канал, где я с огромной радостью снимаю и публикую для вас только самые интересные и перспективные криптовалютные и блокчейн проекты. И в этом видео вас также ждет знакомство с поистине уникальной экосистемой, которая за счет объединения современных технологий, в том числе искусственного интеллекта и блокчейна, готова презентовать нам новую технологическую инфраструктуру под названием UniWorld. Если честно, то понятие UniWorld настолько широко, что описать его в двух словах будет весьма проблематично. Однако я знаю точно, что UniWorld нанимает и арендует просто невероятное количество различных технологических продуктов для обслуживания умного сообщества 5.0. Сделано же все это исключительно только с одной целью, чтобы путем воплощения сложных технологий в жизнь люди могли качественным образом улучшить условия своего существования. Кстати, обращу ваше особое внимание на то, что в настоящее время экосистема UniWorld официально зарегистрирована в Сингапуре и имеет все необходимые лицензии и регистрации своего бизнеса, что, согласитесь, очень здорово. При этом все технологические продукты экосистемы исследуются, разрабатываются и производятся в рамках транснациональной организации, которая называется UniLab. Также отмечу, что работает организация еще с 2013 года, и в ее состав входят такие мировые страны, как Япония, Канада, Сингапур, Венгрия, Польша и даже Вьетнам, что лично меня крайне радует и впечатляет. А что по этому поводу думаете вы? Напишите свои мысли на этот счет в комментариях. Ну а я тем временем продолжу свой видеообзор о UniWorld, так как именно сейчас расскажу вам о двух его уровнях, где первый уровень представляет собой основной слой экосистемы, выраженный самой платформой UniChain, которая в свою очередь обладает технологией блокчейн 4-го поколения и способностью к значительному расширению, достигая тем самым максимального значения TPS до 1 миллиона. Также в основу первого слоя входит и платформа с глубоким уровнем искусственного интеллекта, использующая функцию глубокого обучения. Называется же эта платформа UniBot, о котором, собственно говоря, более подробно я рассказывал в своем предыдущем ролике, ссылку на который вы увидите сейчас на экране. А пока вернемся ко второму слою экосистемы Uni, который включает в себя не один и не два готовых продукта, одним из которых является Unim. Его также часто считают сыном UniChain и UniBot, потому что по сути он является неким связующим мостом, который объединяет людей и ботов в более разумное общество. При этом, несмотря на всю масштабность идеи и концепции, Uni не выставляет все свои преимущества на показ, бросая пыль в глаза всем своим пользователям, как это делают другие проекты. Именно поэтому Uni акцентирует все свое внимание на развитии и совершенствовании своих продуктов, что я считаю весьма правильным решением. Более того, чтобы вся эта экосистема работала быстро и эффективно, команда специалистов разработала свой собственный блокчейн вместе со своей собственной монетой, которая называется UniCash. Таким образом, возвращаясь к UniChain платформе, не могу отметить тот факт, что UniChain использует консенсус Delegated Proof of Stake и объединяет его как с hot-stuf, так и с другой архитектурой боковой цепи для лучшей масштабируемости и окончательности блока в 1 секунду, что в свою очередь позволяет UniChain поддерживать многоцепочную функциональность, то есть выступать в качестве основы, быть центральной цепью для проверки всех состояний боковой цепи и связывания их вместе, как предполагает название Uni от единства, где у каждой боковой цепи есть собственные валидаторы блоков и транзакций. Более того, наличие смарт-контракта и кросс-чейн связи UniChain также легко может взаимодействовать и с другими платформами блокчейн, такими как Ethereum, Bitcoin, EOS и так далее. Но чтобы убедиться в этом лично, я предлагаю зарегистрировать свою учетную запись и создать кошелек, чтобы проверить, так ли это все на самом деле. Для этого переходим по ссылке, в вашем случае указанной в описании, и, следуя всем инструкциям, создаем новую учетную запись. Делается же все это максимально быстро и просто. Ведь все, что вам нужно, так это ввести свой адрес электронной почты или телефона, а также придумать пароль. У меня же аккаунт уже создан, поэтому я просто войду в него. Кстати, совсем забыла вам сказать, что при регистрации вам сразу же система автоматически начислит 0,5 UniV монеты, что, как говорится, мелочь, а приятно. Ну а я тем временем перейду в следующий раздел и продемонстрирую вам, насколько быстрыми могут быть транзакции в UniChain. Для этого нажимаем сюда и вставляем адрес кошелька, куда хотим отправить, и выбираем сумму монет, и нажимаем «Отправить».
Проверить же нашу транзакцию мы можем через проводника транзакции и удостовериться, что наша транзакция уже осуществилась. Кстати, переходим в наш кошелек, куда мы отправили, и как видите, средства уже на балансе. Вот так легко и просто вы можете взаимодействовать с Unichain и всеми ее производными. За что, собственно говоря, я и многие другие пользователи ценят данный проект. А будут ценить еще больше, так как Unichain идеальным образом подходит для любых решений DeFi, независимо от того, будет ли это платежная платформа или же одноранговая сеть кредитования, с особенностями которых вы сможете более детально ознакомиться в соответствующей статье на Medium-канале, ссылку на которую я также прикреплю в описании. А сейчас предлагаю взглянуть на сравнительную характеристику популярных блокчейнов и Unichain, где вы, если обратите свое внимание, Unichain обходит всех своих конкурентов, демонстрируя нам просто фантастические технические особенности, наличие которых позволяет просто в десятки раз увеличить эффективность всей своей блокчейн-сети. При этом за счет существующих встроенных инструментов, в том числе и UniTools, благодаря которым мы как пользователи, так и разработчики в целом смогут легко создавать свои токены, приложения, а также голосовать в рамках блокчейн Unichain. Чего не скажешь о тех же пользователях блокчейн Ethereum. А доступно все это потому, что создателем Unichain является человек, который стремится создать настолько легкий и удобный в использовании современный технологичный продукт, чтобы им смогла пользоваться даже ваша 70-летняя бабушка. Хотела бы я на это посмотреть. Но шутки в сторону. Ведь согласитесь, что DeFi действительно одна из сильных сторон, которая в свою очередь помогает блокчейну продемонстрировать всю свою ценность. Однако в большинстве приложений используются старые платформы блокчейна, у которых ограниченная масштабируемость, низкий TPS и высокие сборы. Таким образом, Unichain имеет преимущество в этой области, так как представляет собой высокоскоростную и масштабируемую технологическую инфраструктуру блокчейна, которая помогает разработчикам приложений, связанных с DeFi, преодолевать различные проблемы, в то время как большинство из них используют платформу ERC-20. Именно поэтому у Unichain есть сильная сторона в платежах в DeFi, а ее флагманским продуктом является Unim, о котором, собственно говоря, я сейчас с вами расскажу. Но чтобы мой рассказ был еще куда более интереснее, предлагаю установить данное приложение на свой смартфон, которое, кстати, предназначено не только для звонков и текстовых сообщений, которые, я обращу ваше внимание, доступны с высоким уровнем безопасности, но и не допускает вмешательства третьих лиц, включая AI. Это, кстати, функция, аналогичная приложению Signal, о котором, я надеюсь, вы что-то уже слышали. Одним словом, приложение Unim упрощает использование всех существующих современных технологий, объединяя в рамках одного продукта как блокчейн, так и искусственный интеллект. Скачать же приложение вы легко можете уже прямо сейчас, перейдя по ссылке, прикрепленной в описании под этим видео. А тем временем я поведаю вам еще одну крайне важную новость, которая призвана анонсировать предстоящее I.O. на 3 разных биржах с увеличивающимся объемом, где первое I.O. предназначено для целевого рынка Кореи с небольшим сбором средств в размере $1 миллиона на ChainX, что ограничит многие страны в начале сентября. Следующим этапом может быть китайский рынок и, наконец, большая биржа. Кстати, после I.O. листинг будет проводиться быстро, причем более ориентированный на ведущие биржи с точки зрения ликвидности, что я считаю правильно. Так что не поленитесь и приобретите себе по возможности монеты UniV, так как данную монету, да и экосистему в целом ждет большое будущее. Ну а пока подписывайтесь на их основные каналы связи, чтобы идти в ногу с самой последней обновленной информацией, не пропуская при этом все самые интересные обновления. Ведь над всем этим многообразием работала поистине фантастическая команда специалистов. Что ж, на этом мой весьма объемный обзор подошел к концу. Надеюсь, вам было интересно и вы досмотрели его до конца. Если да, то напишите в комментариях свое мнение на этот счет. Как вам экосистема UniWorld со всеми ее существующими продуктами? Ну а я тем временем благодарю вас за просмотр и прощаюсь с вами до своего следующего видеоролика. И по традиции желаю всем вам прекрасного дня и отличного настроения. Всем удачи и пока!